На краю маленькой деревни, где редкие огни домов тонули в тумане, а дорога упиралась в бесконечный лес, жил слепой мужчина по имени Иван Сергеев. Когда-то он был частью этого леса, знал, где почва мягкая, где ручьи выходят на поверхность, где деревья скрипят перед бурей. Он работал лесорубом, возвращался домой усталый, но довольный, с запахом хвои и смолы на одежде. Теперь же лес остался для него лишь звуками и запахами. 3 года назад болезнь пришла внезапно. Сначала мир начал тускнеть, потом распался на пятна, а однажды утром свет просто не вернулся. Врачи говорили осторожно, избегая прямых слов, но Иван понял все сразу. Его зрение ушло навсегда. Сначала рядом была жена, Ольга. Она кормила его с ложки, водила по дому, говорила, что все наладится. Но человек может быть сильным лишь какое-то время. Забота истощает, если нет отдачи. Постепенно в ее голосе появилась усталость, потом раздражение, потом пустота. Иван не видел ее лица, но чувствовал каждое изменение. Потому, как она убирала руку, как вздыхала, как долго молчала. Он стал для нее напоминанием о сломанной жизни. В то октябрьское утро в воздухе уже чувствовалась зима. Ольга разбудила его раньше обычного. «Пойдем в лес», — сказала она неожиданно. «Прогуляемся. Тебе нужен свежий воздух». Иван насторожился. Такие слова давно не звучали. Но он согласился. Надежда — упрямая вещь. Они шли все дальше от деревни. Иван опирался на палку, Ольга вела его, иногда резко дергая за рукав. Лес сгущался, шум деревни исчез, а под ногами все чаще попадались корни и камни. «Мы точно не заблудились?» — спросил он. «Я знаю дорогу», — коротко ответила она. В какой-то момент она остановилась и усадила его на поваленное дерево. «Подожди здесь, я схожу за водой». Он услышал, как ее шаги удаляются. Сначала медленно, потом быстрее. Потом ничего. Иван ждал. Секунды превращались в минуты. Холод пробирался под куртку. «Ольга?» — тихо позвал он. Ответа не было. Тогда пришло осознание. Не резкое, медленное, как опускание в ледяную воду. Его оставили. Он вскочил, пошел наугад, звал, кричал, но лес поглощал звук. В конце концов силы кончились. Он вернулся к бревну и сел, обхватив голову руками. «Вот и все», — думал он. «Так заканчивается моя жизнь». Ночь опустилась быстро. Температура падала. Иван дрожал, зубы стучали. Мысли путались. Он понимал, что здесь может умереть, и никто не узнает как. И тогда он услышал шаги. Нечеловеческие, тяжелые, осторожные. Рядом раздалось дыхание. Запах сырой шерсти, земли, дикого зверя. Волк. Иван знал, бежать бессмысленно. Он просто сидел, сжимая палку. Но зверь не нападал. Он подошел ближе и мягко коснулся его руки носом. Это было настолько неожиданно, что Иван замер. Он осторожно провел ладонью по морде зверя. Шерсть была теплой, густой. Волк сел рядом, почти прижавшись. «Значит, ты тоже не боишься темноты», – прошептал Иван. Они провели ночь вместе. Иван говорил о своей молодости, о работе, о том, как больно быть ненужным. Волк слушал молча. Его тепло спасало от холода, а присутствие – от безумия. С рассветом зверь поднялся и потянул Ивана за куртку. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» – спросил он. Волк повел его через лес. Медленно, осторожно. Иногда возвращался, касался ноги, словно проверяя, рядом ли человек. Иван падал, поднимался, шел дальше. Он доверял зверю больше, чем когда-либо доверял людям. И вдруг он услышал лай собак. Голоса. Металлический звук ведра. Деревня. На краю леса Иван упал на колени. «Спасибо», – прошептал он. Он почувствовал последнее прикосновение шерсти, и волк исчез, растворившись среди деревьев. Жители деревни нашли Ивана утром. Ольга плакала, оправдывалась, но он уже все понял. Злости не было, только пустота. Старая вдова Мария Петровна приютила его. Она не жалела его, просто принимала. Иван снова почувствовал себя человеком. Иногда по вечерам он выходил к лесу и в тихие ночи слышал далекий вой. Он знал, где-то там есть тот, кто не предал.
Иван так и остался слепым. Но именно в ту ночь он прозрел по-настоящему.